Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В последнее время все большей популярностью пользуется форма четкий квадрат. Конечно, она не настолько удобна в носке, например, как мягкие, но выглядит безупречно, ровно и красиво. Не всегда удобно ее выполнить на натуральных ногтях, ведь они скручиваются. В видео расскажу лайфхак, как сделать четкий квадрат при покрытии ногтей гель-лаком. Будет интересно? Подписывайтесь на канал, поехали! Посмотрим на ногти моей модели, разберем предыдущую работу. Здесь мастер пытался сделать, видимо, форму мягкий или очень мягкий квадрат, но по итогу все ногти получились разными. Например, безымянный квадратный, указательный средний, более овальные по форме. Конечно, такого не должно быть, все ногти должны быть идентичными по форме. Сегодня будем пытаться сделать максимально четкий квадрат. Следующее, что хочу отметить, при виде сбоку видим неровности на поверхности. Материал дал усадку, просел в стрессовой зоне. Это говорит о том, что неправильно была подобрана база для этих ногтей. При этом здесь не было выравнивания ногтевой пластины. Ногти модели очень мягкие, гибкие. Покрытие изгибалось и на мизинце даже дало продольную трещину. Поэтому мы сегодня будем использовать более жесткий материал. Чуть позже я покажу, как можно протестировать и определить уровень жесткости своих материалов. Снимем старое покрытие гель-лак. Поскольку оно было тонким, скорость поставлю не максимальную, а приближенную к ней, около 30 тысяч оборотов. Буду работать аккуратно, чтобы не нагревалась поверхность. Снятие выполняю при помощи керамической насадки кукуруза. Признаться, это не самая моя любимая форма, больше я предпочитаю конус, но здесь попалась под руку такая насадка, ее и взяла. При снятии стараюсь оставить тонкий слой базы, чтобы насадка не касаться натурального ногтя. Клиенту может быть горячо не только от насадки, от тонкой выкладки материала, а еще от множества причин. У меня, кстати, на эту тему есть очень подробный ролик на канале. Потому что существует миф, что, например, керамическая насадка не нагревается, а твердосплавная нагревается. Но это всего лишь миф, потому что при правильной работе и та, и другая насадка не должны нагреваться. На мизинце, где трещина, необходимо полностью ее убрать, чтобы следующее покрытие также не трескалось. Следующим этапом отталкиваем кутикулу апельсиновой палочкой. Сразу хочу отметить, что у клиента над кутикулой красная область, что говорит о том, что близко расположены капилляры. Нужно осторожно работать насадкой, чтобы ее не повредить. По поверхности пройду бафом, чтобы сгладить ее. Мне нравится это делать перед аппаратом, чтобы пробафить под кутикулой. На мизинце был затек предыдущего цветного гель-лака. Он не убирается пилочкой, неудобно туда подлезть. Чтобы не поранить кожу, уберу его алмазной насадкой. Бафом уже убирается часть птериги и, соответственно, мне меньше придется работать фрезой. Зачищаем птериги алмазной насадкой пламя диаметром 0,21 с красной насечкой. Сначала прорабатываю все левые стороны, а затем на реверсе правые. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. На этом этапе, еще не выполнив срез кутикулу, придаю форму, но так, на черновую, не делаю сейчас четкий квадрат, просто убираю лишнее. Вообще, почему мы решили сделать форму именно четкий квадрат? Потому что сейчас я все чаще вижу на странице в Инстаграм
красивые работы. Все-таки четкий квадрат смотрится по-особенному. Он притягивает к себе взгляды. Я уверена, что если вы разместите такую работу в своем профиле, то вам обязательно напишет клиент, захочет записаться на процедуру. Безусловно, мягкий квадрат больше нравится клиентам, он более носибельный, уголочки не мешаются, но он и смотрится по-другому. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вам какой больше нравится квадрат, мягкий или острый. Будет очень интересно почитать. Приступаем к срезу кутикулы. Срез будем выполнять ножницами, а мелкие заусенцы зашлифуем алмазной насадкой шар диаметром 0,31. Во время шлифовки выставляю небольшую скорость, чтобы кожа не перетиралась и не нагревалась. Теперь обезжириваем ногтевую пластину. Для улучшения сцепки наношу бескислотный праймер на всю ногтевую пластину. Приступаем к этапу выравнивания. Для него будем использовать жесткую армирующую базу, для того, чтобы натуральные ногти не скручивались, углы не скалывались. Но ногти у моей модели гибкие, пластичные, поэтому мы перестрахуемся. Подложку мы выполним мягкой пластичной базой, а выравнивание при помощи жесткой. Помимо этого, жесткая база не даст такой усадки, которая была на ногтях у моей модели до этого. Для определения пластичности на бумажку от формы наношу квадрат базы. Толщина примерно такая, как при выравнивании ногтевой пластины. Отправляю в лампу на просушку. После лампы немного выжидаю, обезжириваю и начинаю изгибать данную базу. Видим, что она легко гнется, не трескается. Это говорит о том, что база пластичная. Те базы, на которых есть название Strong, Hard, они являются более твердыми. Наносим такой же слой, отправляем на просушку в лампу. Такая база более хрупкая, трескается, но значит она не будет давать усадку. Таким образом, протестируйте и проверьте свои материалы на пластичность, и уже исходя из этого подбирайте базу под ногти клиента. Тонким слоем наношу пластичную базу на все ногти. Поскольку слой тонкий, он у нас не будет растекаться, можно наносить сразу на 5 ногтей. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Вместо жесткой базы вы можете использовать твердый гель. Например, на средней вижу, что уголок скручивается, его не хватает, поэтому достраиваю тонкой кистью по воздуху отсутствующий уголок. Просушиваю в лампе 30 секунд. Для выравнивания использую жесткую базу. Тонким слоем увлажняю поверхность, набираю каплю для укрепления стрессовой зоны. При помощи тонкой кисти раскладываю материал по боковым сторонам. Стараюсь работать в технике без переворота руки, чтобы квадрат получился не линзообразным, выпуклым, а ровным. Буквально перед лампой могу перевернуть на несколько секунд и отправить сушиться. Такая техника выравнивания актуальна именно для квадрата. Если мы говорим о форме миндаль, то уместно перевернуть ручку и дождаться разравнивания материала. Для выравнивания использую базу густой или средней консистенции,
чтобы материал быстро не оттекал на бока. На большом ноготочке также не хватает уголков, быстро достраиваю их гелем. И наконец-то мы подобрались к лайфхаку, который поможет сделать нам ровный квадрат. Я обезжириваю ногтевую пластину и прямо с выравниванием начинаю подравнивать длину ногтей. Сравниваю со второй рукой длину от кутикул до свободного края, чтобы ногти были равны. Оформляю боковые стенки. Таким образом квадрат получился четким, а толщину образовавшуюся мы можем выпилить изнутри. Получится, что натуральный ноготь как бы запечатан материалом и будет лучше носиться. Такой лайфхак поможет увеличить срок носки гель-лака. Важно, что во время опила формы квадрат, чтобы он получился четким, вы должны поставить пилку перпендикулярно ногтевой пластине. Обратите внимание, чтобы пилка не заваливалась под нее и на нее. Тогда получится форма не та, которую запланировали. А на среднем пройдемся пилкой по поверхности, чтобы сделать ее ровной. В форме квадрат важно не ошибиться с высотой уголков, поэтому отворачиваю ручку модели от себя и проверяю ровность формы. В таком положении можно доработать уголочек, который выше. После этого прохожу бафом под ногтями, чтобы убрать остатки от опила. Переворачиваю руку и тонкой керамической фрезой немного выпилю натуральный ноготь изнутри. Так выглядят наши ногти после опила. Не стоит бояться подпиливать ногти, это никаким образом не повлияет на носибельность. Одно дело, когда у вас тонкое покрытие базой, тогда да, мы запечатываем торцы. Но если у нас есть выравнивание, то даже с незапечатанными торцами все будет держаться прекрасно. Без дополнительного нанесения базы обезжириваю и покрываю цветом. Перед покрытием цветом отталкиваю кутикулу, чтобы покрыть гель-лаком под нее. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Покрываем в 2 слоя. При покрытии пастельными оттенками важно располагать кисть параллельно ногтевой пластине, чтобы он наложился ровно, без проплешин. В качестве дизайна выполним абстракцию текстуры. Для этого нам понадобится камуфлирующая база с блестками, серый гель-лак, черный, белый. Выставляю на палитру несколько оттенков. Смешиваю хаотично кистью. Для того, чтобы текстура потекла, распределилась, наношу специальный гель-лак для растекания, прям тонким-тонким продирающим слоем. На бока его не наношу, чтобы туда не затек цветной гель-лак. Кистью для омбре набираю материал. Под 45 градусов прикладываю к ноготочку и спускаю каплю. Салфетку смачиваю обезжиривателем, прикладываю, палец опускаю модели вниз, для того, чтобы все излишки стекли. Если поставить в лампу так, как есть, материал может внутри не просохнуть,
Получится эффект пирожка с сырой начинкой. И текстура сама отлично распределяется в красивый рисунок. Тонкой кистью можем помочь текстуре распределиться на боковые стороны. Хорошо просушиваем в лампе не менее 1 минуты. Для большей глубины добавим небольшое количество блесток. У меня гель-лак с мелким помолом. Все перекрываем глянцевым топом. Считаю, что этот дизайн также бы круто смотрелся в матовом исполнении. Пишите в комментариях свое мнение, каким лучше покрыть, глянцевым или матовым. Для большей четкости можете пройтись пилкой после топа по торцам. Наш результат. Пишите в комментариях, нравится вам форма четкий квадрат или вы все-таки предпочитаете мягкий. Ставьте нам пальчики вверх. Всем успехов в работе. Пока-пока. Как сказала прямо.